Привет, друг, с тобой Глебовский. С наступившим. Сегодня буду обсуждать по классике темы, связанные с моей жизнью, конкретно связанные с каналом, вплоть до самых напутствий, так что погнали. Сперва начнем по классике с жизни. Каникулы у меня прошли зимние не радостные, не очень, потому что я болел, я выздоравливал, так что, тем не менее, я отдохнул, в принципе, неплохо. Также на каникулах мне пришлось отдать пол своих сбережений для того, чтобы ускорить погашение кредита, чтобы не было постоянного роста. То есть я же вышел из беспроцентного периода, а мне нужно как можно скорее прикрыть, чтобы не было вот этой длительной задолженности. То есть минимум, если платить постоянно, то это так себе вариант. То есть это о том, что мой бюджет в сравнении с тем, что был в конце прошлого года, у меня он вдвое сокращен. Еще у меня обстоит дело с ликвидацией фирмы. Я свою фирму, которая у меня существовала с 2021 года, я закрываю. Да и то, по сути, это даже не фирма была, она была лишь на бумагах. На это есть ряд причин, но если коротко, я просто понял для себя, что это не мое, и пока мне еще рано. Да уж тем более, я не думаю, что строительный бизнес как-то вообще меня вдохновит. Когда я создавал ООО, были на то определенные мотивы, но жизнь менялась, появились новые горизонты возможностей, я менялся, поэтому я просто в полной мере имел право отказаться. Тем более у меня есть своя какая-то работа, которая реально приносит мне доход. Вот. Конкретно насчет канала. Канал в целом живет. Появилась новая подрубрика Стринова Play на основе того, что я играл ранее на Твиче в Стринову. Та самая игра, которую я заставал на конференции Red. О ней я посвящал, кстати, архивидео с видео. Кто не помнит, можете глянуть, посмотреть. Так что, в принципе, я могу сказать, что Стринова — это интересная игра, а Кирилл, как сказал, это прям даже лучше, чем Overwatch. Немножко спорно, но, в принципе, по сути. Так, это я записываю уже после съемок блога. Вообще, эта мысль не то, что прямо сейчас. Я, кажется, дошел до того, что, наверное, то есть 50-50, как говорится, Twitch формат не то, чтобы от него отказаться, но попробовать вместо него, хотя бы в качестве эксперимента, на время просто записывать у себя на компьютере игру какую-нибудь. Причем качество можно сделать получше, в отличие от Twitch, потому что битрейт все такое, момент с трансляцией. Типа, я необычно держусь в планке 8000, чтобы картинка не ломалась и прочее. А время просто записи можете сделать выше там порог, и качество картинки будет еще лучше. То, чего нельзя позволить в моем случае на Твиче. Так вот, и после этого, просто я записываю там, допустим, с Кириллом играю, спокойненько заливаю на YouTube, все. Twitch, если ты делал до вот этого эксперимента, если я буду такое продолжать, наверное, все же Twitch останется, но скорее больше для того, чтобы и играть, и общаться с комьюнити, но оно у меня настолько маленькое, что тут уже непонятно. Это не значит, что я собираюсь забросить Twitch, нет. Twitch пока что является для меня наиболее оптимальной платформой, но не сделать ли какой-то аналог вот того, что у меня тут типа вот есть, хорошо, вот GamerStuff в Стародане, вот есть Twitch, а есть что-то еще третье, может появиться в этом году. То есть тоже как практически футажи, то есть не записи трансляции, а просто записи игры я просто выкладываю. То есть я такого никогда еще не делал. Единственный нюанс, как минимум, то, что в ВКонтакте приходится именно перезаливать то, что с Ютуба. Да, вот единственная определенная морока намежена. А так, наверное, я бы даже попробовал. Надо подумать. Не буду гадать слишком наперед, но, может быть, это будет грядущее дополнение Atomic Heart. То есть на моей записи скоро должен выйти 27 числа Atomic Heart, третий DLC. Чары морских глубин называется. Может быть, этот эксперимент я поверну на нем сперва. Посмотрим. Так, еще одна вставка. Просто хотел прокомментировать ситуацию с одной из игр, которую вы наверняка все уже знаете по каналу, по крайней мере, если вы за мной достаточно следите, чтобы быть в курсе. Есть такая вот видеоигра Apex Legends. Если начинать, так сказать, речь без подробностей, то, если коротко, вероятно, Apex Legends просто заканчивает свое существование на моем канале. Такая тенденция явно наблюдается. Есть ряд причин, и она касается не только меня, но и вообще игроков в целом по всему миру. Связано с тем, что, начну, во-первых, с того, что касается в том числе и меня, вот прям моя даже проблема. Это то, что на примере недавней попытки запустить игру, причем на SSD-диске, а на фоне того, что ранее выяснилось, что требования там довольно к графике стали высокие, то есть более требовательно стала игра к железу. Я запустил как раз на Твиче
но в записи трансляции нет, я это не публиковал, потому что рассказываю я, что игра просто, буквально начала ломаться, просто она стала жестко тормозить, едва понятно было, что происходит, по крайней мере у меня, я думаю, не только у меня. Есть другие причины, вроде того, что, как мне рассказывал Кирилл, магазин, конечно, как в любой игре есть, и там тоже стало как-то все более сложно с ним, и для многих игроков это не менее принципиально, чем, например, даже тема с железом. И еще момент, что создатели Apex хотят сделать игру еще более сложной для железа. По сути, игра теряет игроков, как мне рассказывал Кирилл, даже сам он про нее буквально забыл. В принципе, напоследок, рассказывая все это, я бы хотел поговорить насчет того, что это игра, которая оставила очень много впечатлений и воспоминаний. Я ей очень сильно благодарен за это. Жаль, что с ней такая ситуация складывается, но в любом случае. Моя история начинается с ней еще с лета 2020 года. Мы тогда с Кириллом впервые играли, я еще играл там за Bloodhound, он часто играл там за Lifeline. То есть несколько лет таких периодических возвращений в игру. Похоже, что уже больше такого не светит. Не будем расстраиваться, просто лишний раз порадуемся за то, что вообще эта игра была в моей жизни, была на канале. У меня еще остались записи некоторых, хотя там совсем немножко, то, что записано на Твиче. Может, как раз таки где-то уделю время Apex Moments, буду делать также какие-то видео, и может в этом году я как раз с ним таким образом распрощаюсь. Или как пойдет вообще. В любом случае, про ситуацию с Apex я сказал, как об игре, которая имеет немаловажное место на моем канале. Пока что, с точки зрения канала, того, что было за этот месяц, ничего такого нового прям не было. Даже периодически какие-то прям именно паузы, это не то чтобы новости для моего канала. Я так веду его спокойно. Есть такой момент, вероятно, в этом году я поступлю... есть такая вероятность, не то чтобы прям вероятно, потому что есть даже момент, что я, может, и не смогу попасть на заочно. В этом году я могу, возможно, пойти на вышку, то есть высшее образование получать, как педагог доп. Образования, как вариант. С чем это связано? А именно с работой. Потому что я работаю в государственном учреждении, и чтобы у меня, в принципе, была зарплата выше тех же, что там среднепрофессиональное образование, как у меня сейчас, чтобы даже постепенно было какое-то увеличение зарплаты, как я изучал, вопрос, что даже когда ты начал учиться параллельной работе, даже на заочном, то зарплата будет понемножку увеличиваться. Но в любом случае это все под вопросом, тем более в последнее время идут слухи, что в стране будут, так сказать, отменять или ограничивать заочную форму обучения, так что здесь надо вести по обстоятельствам. То есть это, я говорю, в конечном итоге как один из вариантов того, куда я двигаюсь в плане того, чтобы увеличить свою зарплату и вообще получить. Но это не единственный способ с точки зрения решения вопроса финансов. Я не прекращаю свою геймдев деятельность, кому-то оказывать услуги в музыке, саунд-дизайне, видеомонтаже, хотя там в основном глушь, та еще, но все равно для меня это важно, хотя бы с точки зрения идеологического характера, что мне нравится просто зарабатывать на том, что мне нравится делать. В принципе, это все, что на момент сейчас. Теперь давайте проговорим, что стоит ждать в дальнейшем, может даже в течение этого года. Первое, что, пожалуй, стоит отметить, это продолжение канала. То есть буду вести его дальше, все так же в спокойном темпе, по ситуации. Я просто, как минимум, стараюсь хотя бы себя самого не накручивать какими-то лишними ожиданиями, прогнозами, потому что в жизни может случиться всякое, и просто действую по ситуации, чтобы лишний раз не разочаровываться, чтобы вы тоже не слишком сильно расстраивались в случае чего. Поэтому я все это и говорю, напоминаю. То есть не первый раз об этом говорю у себя на канале. Также к апрелю месяца я намечаю завершение вопроса с кредитом. Также определиться с вопросом поступления на заочную, как педагог доп. Образования, пока у меня рассматривается это направление. Также продолжать развиваться в музыке, саунд-дизайне, видеомонтаже. Так что в этом направлении я буду двигаться, осваивать курсы, осваивать методики,
познавать разные программы по видеомонтажу, по motion дизайну, может что-то. Где-то я, наверное, коснусь и 3D-графики. Так что вот эти области я буду затрагивать в этом году и как-то их изучать. Разумеется, в этом году раз и навсегда покончить с моей фирмой. Ну и, может, я не исключаю, что, может быть, в этом году я попробую прям самостоятельно куда-нибудь путешествовать, хотя бы в пределах страны. Да, в прошлом году у меня уже было что-то в этом духе, но здесь я как бы поездку выиграл, а я имею в виду, что в этом году именно попытать удачу и что-то сделать самому в плане разъездов. Но я ничего, опять же, не гарантирую стопроцентно по классике. Просто говорю о своих мыслях, предпочтениях, потому что это уже может и не случиться, если говорить о поездке. Еще вопрос, куда и при каких обстоятельствах. Как раз отдельно стоит проговориться насчет канала, что по классике, как и в прошлом году, у меня будет своего рода отход. И не исключаю, что, как и в прошлом году, как было с Твичом, могут быть какие-то перемены. Может, я найду какую-то новую платформу, буду вести дальше свою рубрику там. Не обязательно забрасываю YouTube тот же, но все равно. Может, найду какие-то новые форматы. То есть это я говорю как факт. То есть что это может случиться, что это может вообще быть. А теперь попробуем, пожалуй, завершить это видео напутствиями. Как раз на фоне того, что я упоминал касаемо моей фирмы, стоит упомянуть такую фразу, как «мертвая лошадь». Что не стоит таскать на себе лишний раз мертвых лошадей, то есть не стоит лишний раз пытаться оживить то, что по сути своей не имеет особого смысла или просто не актуально, мертво. Как раз та самая «мертвая лошадь» — это и есть фирма, о которой речь идет в этом видео. Я в свое время еще в прошлом году к себе отнесся весьма честно и сказал себе как есть. Надо закрывать фирму. Что я в этом году делал? Я тянул с этим вопросом, думал, что как бы это само собой, все-таки налоговая может сама все закрыть. Но я подумал, что это так себе вариант, так что в этом году я решил это немножко исправить и сделать официально. Так что в этом плане я официально пытаюсь усмирить мертвую лошадь. То есть надо быть к себе предельно честным и как можно лучше понимать, что нужно, что нет для нас. Следующее, о чем стоит проговорить, это о теме баланса разума и чувств. Важно в жизни не быть заложником ни разума, ни чувств, а уметь это держать как бы в равновесии. Потому что если мы будем постоянно стремиться к чувствам, наслаждениям, мы рискуем деградировать и стать неким подобием стада, да, ее частью. Бездумно, спонтанно делать какие-то непонятные вещи. Даже столько какого-то разума, это все равно риск, и это не стоит допускать, равно как и постоянное стремление к чему-то разумному, умному, потому что иначе мы можем потерять вкус к жизни, начать как бы испытывать горе от ума. То есть мы настолько начнем сильно думать о жизни, о вещах каких-то, да, глубинных вещах, что мы тем самым начнем осознавать, что мы куда-то завернули не туда, в какой-то тупик. И мы начнем в этом моменте, не то что тупить, а прям, путаться, да. По сути, я испытал даже не столько первое, да, сколько именно второе. Потому что у меня была не раз такая, знаете, фрустрация, какой-то кризис того, что я слишком многое понял в жизни, даже на уровне чего-то философского, такого глубинного. Но со временем я смог себя как-то выстроить таким образом, что я не стал каким-то заумным книжным червем, а все-таки постарался соблюсти какой-то баланс, опять же, между чувствами и разумом. Потому что именно здесь и как раз-таки содержится суть, опора нормальной жизни. Соблюдать сугубо человеческое, естественно, и то, что мы достигаем путем познания через науки, все такое. То есть мы не должны быть заложниками эмоций, и при этом не должны быть заложниками нашего разума, нашей концепции. Ну и последний, пожалуй, напутствие, как раз-таки момент, о котором я еще не упомянул в видео, но которого могли заметить на канале. У меня в последнее время стали пропадать куда-то субтитры. Почему, я объясню. У этого есть целая предыстория. Я в каком-то смысле устал постоянно делать каждому видео субтитры на английском, потому что это создает прям дополнительную, так сказать, нагрузку, тем более, когда у меня работа, другие обязанности, жизнь меняется, я взрослею, все больше ответственности, забот, и такая тема, как субтитры, тем более на уровне моего, мягко скажем, маленького канала, это скорее блажь, чем необходимость. Я не говорю, что я отказываюсь от субтитров, я просто хочу сказать о том, что я буду, наверное, делать по минимуму субтитры
наверное, только к тем видео, которые посчитаешь, что к ним именно необходимы субтитры. Например, Глипсблог. Я думаю, все-таки у Глипсблога сохранить концепцию субтитров. К остальным видео тут уже по ситуации, чисто чтобы не надорваться. Потому что в какой-то момент у меня уже было пару раз, что я чувствовал, что я могу вот надорваться. Пытаясь все загрузить, все вот это, еще тут ограничения всякие, которые нужно решать через VPN, который может не всегда нормально работать. Там сама работа, заботы, что-то еще в этом духе, да. Здесь такая вот дилемма, такая большая. Поэтому как раз к теме напутствий скажу одну такую интересную вещь с глубиной смысла. Это то, что те, кто по-настоящему тебя ценит, даже если они трижды иностранцы, они поймут вас без тысячи слов. Да, это может быть немножко спорно, равно как и само мое вот это решение о субтитрах, ограничении субтитров, создании субтитров. Но все равно, если задуматься, зрителям не так важно то, как мы пытаемся до них донести мысль, как то, что мы с ними рядом и как-то пытаемся донести какую-то информацию. Да, опять же, камень преткновения, как поймет, собственно, иностранный зритель, если ты говоришь на другом языке. Но все же, если иностранный зритель действительно ценит твой труд, знает тебя как человека, я думаю, для него это не так страшно, как если это просто какой-то, условный зритель, да. Я, по сути, все уже проговорил. Я рад, что вы зашли на мой канал. Я рад, что вы меня поддерживаете просмотрами или даже лайками, комментариями. Я продолжаю свою деятельность, поскольку это мое любимое дело, это способ самовыражения, часть моей общей философии жизни. Я искренне рад, что мы все вместе на этом канале. Делаю все, чтобы вашу жизнь сделать лучше, красочнее, дополнить ее собой. Поэтому, как всегда, я желаю всем добра, всего самого наилучшего. Не прощаемся. У нас впереди целый год. Много чего нас ждет интересного, необычного. Поэтому это самый повод для того, чтобы продолжать жить, несмотря на трудности и испытания. Иначе, как нам еще жить? Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока.